Всем привет! Сегодня общий расклад у нас на 4 варианта, как обычно. И тема расклада, что он думает сейчас. Он — это загаданный человек. Он или она. Тут можно загадывать и девушку, и парня. Поэтому расклад, скажем так, универсальный. 4 варианта, и мы посмотрим, что же он думает о вас или она именно сейчас. Вот в тот момент, когда вы найдете этот ролик, откроете его и получите ответ его мыслей, его и ее мысли о вас сейчас в данный момент времени. Что этот человек о вас думает и думает ли вообще. 4 варианта. Выбирайте свой вариант. Вот так, чтобы вам легче было определиться с позициями, с картами. Итак, давайте начнем. Белый камень. Что этот человек думает о вас прямо сейчас? Вообще сейчас этот человек занят своими какими-то вопросами, проблемами, которые его очень беспокоят. На самом деле человек материальный. Прежде всего его интересует его положение в обществе, в целом, что о нем думают, скажут и какое положение он в обществе занимает. Да, вот тут такой человек амбициозный. И именно сейчас он думает о себе, о своих каких-то возможностях, которые он должен использовать, думает о своем будущем, мечтает и находится, можно сказать, не в этой реальности, да, а в реальности будущего. То есть он планирует что-то. Но вот таких прямо мыслей о вас я пока вот по ходу расклада не вижу. Давайте спрашивать, что этот человек думает о вас сейчас. Да, действительно, именно сейчас человек настроен конкретно на свою личность. Он стоит перед выбором. Возможно, очень какая-то сложная ситуация в жизни встала. И нужно сделать какой-то выбор, определиться. Если здесь загадан мужчина, то я могу так сказать, у мужчины сейчас есть вопросы, связанные с его материальным положением, с его будущим и с тем, что он будет, кем он будет через какое-то время. То есть он планирует свое будущее. Если мы тут рассматриваем девушку, то вот тут немного меняется расклад, и эта девушка как раз таки, опять же, у нее встает выбор партнера. То есть она выбирает именно партнера, либо ищет, либо думает о поиске своего партнера. Если, допустим, вы с этой женщиной сейчас находитесь в отношениях, то она либо вас пытается как-то переделать, да, и видит вас другим в будущем, либо она себе ищет другого спутника, то есть она еще надеется встретить вот человека, который будет более успешным, более каким-то надежным для ее будущего. Вот тут я так вижу по этому варианту. Давайте смотреть, что этот человек думает сейчас о вас, загаданный вами, его мысли прямо сейчас о вас. Нет, этот человек не задумывается конкретно об отношениях. Выбор пути, выбор будущего, выбор, возможно, работы, профессии. И не исключено, что даже
думает о переезде. Здесь тоже такой момент есть. То есть он думает поменять место жительства, задумывается об этом, планирует, рассматривает какую-то другую страну для проживания. То есть у него огромные планы на себя в будущем. Вот это я тут вижу. Мыслей о вас здесь нет. И плюс еще вот посмотрите, карта смерти, да, карта такая очень непростая, карта трансформации, карта завершения каких-то этапов в жизни. И тут человек действительно прошел какую-то трансформацию или ее сейчас проходит. И вот по этой причине зациклен конкретно на своей личности. То есть он сейчас, как, знаете, ограничен в своих мыслях. Если мы задаем тот вопрос, думает ли о ком-то, нет, этот человек конкретно думает лишь о себе в данный момент времени. То есть он хочет разобраться в себе, а потом уже все остальное и все остальные. Вот такой вариант для единичек. Переходим ко второму варианту. Бирюзовый камень, что он, она думает о вас сейчас. А тут принимает какие-то решения. Давайте смотреть, какие. Какие решения. Какое-то, знаете, такое состояние неудовлетворительное, то есть именно душевное состояние не удовлетворяет этого человека, его душевное состояние на данный момент времени. Чем-то он обеспокоен, о чем-то опять же задумывается, и жизнь поставила перед каким-то выбором. Что он думает о вас, загаданный вами человек? То есть у него есть проблема, которую нужно решить. И, возможно, даже не одна. Мысли о вас, возможно, вы ему разбили сердце, этому человеку. Он вспоминает о вас только лишь когда вот хочется там поругать вас, да, как-то обвинить в каких-то неудачах, которые происходят в его жизни, именно вас. То есть вы виновник вот всех этих неудач, каких-то негативных моментов, которые у него сейчас происходят, или у нее, да, вот каждый под себя подстраивает трактовку. То есть сейчас этот человек проживает непростой период жизненный, но вы разбили этому человеку сердце. Это 100%. Здесь я вижу либо это женщина, либо мужчина, неважно, человека эмоционального вообще, как личности, да, как психотип, вот эмоциональная личность и романтическая, то есть очень все близко воспринимающий к сердцу и очень долго пережевывающий ту или иную историю, которая у него происходит. То есть какие-то преобладают в большей степени негативные воспоминания о вас, нежели позитивные. Вот почему-то тут так. Что он думает в данный момент о вас? Но этот человек о вас думает. Тут вы для этого человека как вторая половина проходили. Здесь действительно гармоничная пара. Даже если вы тут, допустим, загадали какого-то друга, да, вот, ну, неважно, просто, допустим. Тут действительно человеку было очень комфортно рядом с вами, удобно, интересно. И вот что-то такое между вами произошло, что вы ему разбили сердце, и он сейчас как бы не знает, как ему поступать, да, как ему быть. Здесь действительно такой вот, можно сказать, духовный близнец, да. Вы являетесь для этого человека очень подходящие друг другу люди, но
На данный момент времени есть обида, есть какие-то не закрытые с вами вопросы, которые очень сильно беспокоят этого человека. И вместе с этим присутствие вот этих проблем в его жизни не позволяют ему освободиться от каких-то обид и в том числе забыть какие-то неприятные воспоминания, связанные с вами. Вот тут я так вижу. Но он думает о вас, вспоминает, но ему пока вот есть боль какая-то, которая еще не отпустила. То есть этот человек, я предполагаю, находится в самом начале трансформации. То есть ему это еще предстоит пройти. Он даже не начинал. Вот такой вариант для второй позиции. Третий вариант – розовый камень. Думает ли о вас загаданный человек? Думает. Тут надежды у человека не сбылись. То есть возлагал надежды, а эти надежды как бы не реализовались. Да, посмотрите, какая тут интересная башня. Действительно, у человека разрушились его надежды, мечты, может быть, какие-то будущее какое-то планировалось с вами, и это все не произошло. Тут, если мы рассматриваем женщину, то у нее очень-очень непростой характер, сложный достаточно, и переубедить ее в чем-то практически невозможно, если здесь о женщине идет речь. Если тут загадан мужчина, то я могу так сказать, что тут именно женщина выступала вот инициатором каких-то нестабильных отношений. То есть именно с ее подачи в общении, в отношениях, неважно, был негатив, да, какой-то. То есть именно по ее вине ваши отношения не развивались или развивались как-то неправильно. То есть ошибка была в ней. То есть ее ошибки повлекли вот такие последствия. Тут женщина с перекосом, больше присутствует мужская энергия в ней. По этой причине она является разрушающей в какой-то степени, потому что она не научилась управлять этой энергией, и она доминирует в ней. И, возможно, она ее как-то неправильно направляет. И тут нужен сильный человек, который вот эти все ее какие-то характерные, да, поведенческие моменты, да, будет терпеть. Что я могу тут сказать? Возможно, этот человек на данный момент занят, такое может быть. И опять же в его отношениях не все хорошо складывается. Опять же там есть какой-то дисбаланс в этих отношениях. И эти отношения тоже на разрыве. Если мы тут смотрим какого-то бывшего или бывшую, или человека, к которому вы испытываете искренне, ну вот такие чувства, да, влюбленности, да, то есть остались какие-то у вас чувства достаточно такие приятные, позитивные, то у этого человека не все сейчас хорошо. Кто бы тут ни был загадан, он действительно сам порой виноват в том, что происходит в его личной жизни. Он не умеет их выстраивать, отношения, ни с коллегами, ни с друзьями и не в личной жизни. Этому человеку нужно над собой много работать. И он пока не пришел к этому пониманию, что все нужно начинать с себя. Любые маленькие какие-то перемены, победы нужно начинать с себя.
Напротив, здесь мужчина очень достойный, я вам так хочу сказать. И тоже он является достаточно таким, скажем, крепким орешком, с характером, который очень сложно изменить. Сломать вообще этого человека невозможно. Тут оба, два человека сильных, и по этой причине, ну, не вяжется тут. Даже если мы рассматриваем вас рядом с этим человеком. Ваши отношения могли разрушиться на том, что вы настолько с этим человеком похожи, что порой это приносит лишь только неприятности, вносит в отношения и ваши какие-то совместные проекты, да. Не можете найти баланс, не можете прийти к одному мнению. И тут действительно тяжело, здесь нужно работать. Но я не вижу, что работа была проделана. То есть у этого человека есть мысли о вас, но все-таки он стоит на своем. То есть он считает, что именно он прав во всем остальном. И еще такой момент. Он действительно о вас вспоминает, думает и, возможно, сожалеет о том, что произошло. Но в какой-то степени хочу сказать, что уже поздновато. Вот такой вариант, дорогие мои. Третий вариант. Переходим к четвертому варианту. Мысли загаданного человека о вас. Что он, она думает именно сейчас о вас. Его мысли. Этот человек сейчас развивается сам и духовно, и морально, и как-то он пытается измениться. Поэтому тут идет развитие человека однозначно. И, возможно, сейчас стоит какой-то вопрос, связанный с недвижимостью, с покупкой, допустим, чего-то. Либо этот человек очень много учится, да, очень много знаний получает и отвлечен от всех остальных эмоций, мыслей. То есть зациклен конкретно на развитии. Что он думает о вас сейчас? Он себя ищет. И в реальности, в сегодняшней реальности, этот человек развивается сам. Есть у него какие-то прошлые, скажем так, раны, которые его еще не отпустили, извиняюсь. Но вот эмоции пустые. Он не способен сейчас на любовь, на отношения, на даже милосердие. То есть опустошенный человек, у которого абсолютно энергия не позволяет делиться ею, помогать кому-то и чем-то быть полезным кому-то. Но этот человек развивается. И вот он сейчас занят развитием своей личности. Это абсолютно всего может касаться и духовного развития, и образования, и получения новой профессии, приобретения, да, новой профессии. Вот тут я так вижу. Да, действительно, он пустил всю свою энергию и весь свой негатив на развитие себя. Здесь нет, я не вижу эмоций вот таких, когда у человека есть отношения, любовь в жизни, семья, да, он об этом сейчас не задумывается. Тут карьерист на данный момент времени. Тут он развивается, обучается, пытается свою жизнь наладить. Это прежде всего касается материальной сферы, образования, становления себя, да, как личности, даже если это человек в
серьезном возрасте, да, он сейчас не задумывается о семье, детях, о каких-то отношениях, никого не ищет. Этот человек развивается, и ему комфортно в этом. И старается забыть прошлые свои какие-то травмы. Старается отстраняться от этих мыслей. Но в будущем я хочу так сказать, что ему придется вернуться к этому вопросу и все-таки проработать вот этот отрезок своей жизни, как ни крути. Вот такой вариант, дорогие мои. Делитесь своим мнением, что вы думаете о раскладе. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.